Привет, с вами Алла. Смотрим общий расклад. Какую женщину очень сильно тянет к вам? Какая женщина в вас влюблена? Итак, выбираем свой вариант. Это будет первый, это будет второй. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И мы открываем первый вариант, смотрим, какая история в первом варианте. Так, в первом варианте новая завязывающаяся история. Здесь у кого-то может отыграться, что вы даже в эти отношения еще не успели войти. То есть их практически пока еще может и не быть. Здесь пока что уровень флирта, уровень симпатии. Здесь женщина пока что такая, знаете, еще в буйной радости от того, что встретила мужчину, который ей нравится. На самом деле, не так часто мы влюбляемся. Не так часто, как хотелось бы, люди нас трогают за сердце. Вот подумайте, как часто за всю вашу жизнь вы действительно влюблялись. Вот так, чтобы вот прям, знаете, вас, как говорится, торкнуло. На самом деле это там 2, в лучшем случае, раза. Знаю по своим клиентам, что многие говорят, что в принципе это чувство никогда не испытывали. К чему я это веду? К тому, что женщина в первом варианте, она пока что, знаете, как это назвать, под впечатлением. Она здесь под впечатлением от того, что она влюбилась. Видимо, женщина либо в принципе никогда не испытывала вот таких эмоций, либо, может быть, она давно одна была. И сейчас вот эти чувства, которые она к вам испытывает, с одной стороны, для нее это немножко дико, ну как бы она удивлена этому, что такое вообще бывает. С другой стороны, здесь эйфория. Эйфория от того, что вау, это существует, это со мной произошло. Поэтому первый вариант, он еще чем интересен, потому что здесь в сигнификаторе королева пентаклей. А королева пентаклей, во-первых, это можно интерпретировать как знаки зодиака, это стихия Земли. Это Дева, Козероги, Тельцы. Даже если это и не эти знаки, может быть, на асценденте будет стоять в натальной карте знак Земли. То есть здесь женщина, которая такая, она закрытая, неэмоциональная, может быть, закомплексованная. И вот тем более для нее ее влюбленность в вас, она вот для нее какой-то разрыв мозга. В том плане, что я влюбилась, серьезно. Вот здесь вот про это, ребят. Поэтому в первом варианте здесь пока нет отношений. Здесь, видимо, вы или только недавно познакомились, или вы могли быть давно знакомы, но вы особо не общались. Это знаете, как, ну, как издалека друг друга, знаете, назовем это так. Но близко друг с дружкой не общались. О чем здесь речь? Здесь речь о том, что женщину тянет безумно. Вот тут реально эта фраза очень хорошо применима. Здесь мужчина интересен как личность. Здесь интересно с ним болтать. Здесь интересно за ним, в принципе, наблюдать. Здесь мужчина вот вообще априори интересен.
Знаете, иногда бывает, вот человек тебе нравится, но думаешь, господи, не открывай рот, вот лучше молчи. Потому что как только откроешь рот, сразу портится все впечатление о человеке. А вот тут нет. А вот тут интересно с вами говорить. И интересно за вами наблюдать. И здесь вот как будто у вас общие какие-то похожие интересы, взгляды на жизнь. Короче говоря, в первом варианте только завязывающееся знакомство. Здесь женщина думает о том, как бы часто ей хотелось вас видеть. Видимо, пока что. Да, 7 пентаклей. Ребят, вы тут пока что редко видитесь. Знаете как, женщина не понимает, как здесь самой завязать это знакомство. Она бы тут и не против, и сама бы активничать. Но знаете, такое ощущение, что ситуация, которая между вами, вот она как бы не сильно этому способствует, чтобы она как женщина сама проявлялась к вам. Ну, как бы это как типа не совсем корректно, вот что ли, вот если она будет к вам проявляться. Поэтому женщина здесь 10 раз, конечно, подумает, насколько это будет корректно смотреться в глазах той ситуации, вот, которая между вами. Ребят, здесь про то, что женщина действительно влюбляется. Женщина здесь свободна в первом варианте. Здесь нет мужей, любовников. Более того, у кого-то отыграется, что она вообще свободна давно. Здесь вообще может быть такое, что ей давно никто не нравился. Здесь в голове была только одна работа, потому что, ну, как бы мужчин, которые взяли бы за сердце, тут реально не было. Посмотрите, какая красота, туз чаш. Первый вариант очень классный. То есть те, кто себя узнал в этом общем раскладе, действуйте, приглашайте ее, дарите ей цветы, максимально за ней ухаживайте. Здесь женщина влюбляется. Здесь у вас только завязывается процесс. Классный расклад. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Напоминаю, что это был общий расклад. Для тех, кто хочет ко мне обратиться за личным гаданием, мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Так, смотрим второй вариант. Какая женщина в вас очень влюблена? За этой женщиной вы когда-то ухаживали. И очень активно ухаживали. Вы здесь много чего вложили в эту женщину. И времени, и денег, и энергии. Со стороны мужчины здесь было очень много всего. Здесь был период, когда мужчина вот прям максимально выкладывался для этой женщины. Ну, а женщина как-то так, знаете, вот просто позволяла мужчине быть рядом с собой.
Какой-то особой заинтересованности здесь нет. Не было, вернее. Здесь типа, знаете, вот как на этой карте, посмотрите на это выражение лица. Типа, ну-ну, покажи мне, на что ты способен. Такая здесь женщина была, знаете, вредная. Это в прошлом, эта карта показывает прошлое. Женщина была очень требовательная, очень вредная, какая-то такая, знаете, вот гордячка, тщеславная, закрытая очень. Я бы даже сказала, какая-то недоброжелательная она здесь по характеру. Что у тебя сейчас к мужчине? Вы, наверное, исчезли. Вам, наверное, надоело, вы тут исчезли, замолчали, пропали. И тут какая-то есть подружка, либо какая-то родственница, может быть. Которая, знаете, как примерно могла сказать, типа, ну ты дура, что ли? Зачем ты такого мужчину обломала? Здесь вот какая-то женщина рядом, которая ей говорила о том, что она сделала ошибку. И парадокс в том, что вот если бы не вот эта подруга, либо родственница, у кого как, вы знаете, она бы, наверное, этого и не поняла бы. Здесь просто такой человек, который считает, что ну вот я пуп земли, все вокруг меня должны плясать, я самая классная. То есть она могла даже и не заметить, что вы тут исчезли. Тут вот такой характер. Почему ты такая вся вот в себе прям уверенная? Не, ребят, это не объективно абсолютно. Здесь у кого-то, но не у всех, помним, что это общий расклад, у кого-то может отыграться, что у нее просто классная карьера, есть деньги. Ну вот она строит свою самооценку на этом. Типа я такая вся классная, такая вся самодостаточная, вот все меня хотят, потому что вот я такая вся очень-очень. И здесь женщина как-то разбрасывалась мужчинами, разбрасывалась отношениями. Здесь какое-то обесценивание даже было в ваш адрес. У кого-то, ребят, может отыграться, что это женщина, за которой вы просто ухаживали. То есть у вас даже могло и не быть здесь отношений. У кого-то отыграется, что вы были в отношениях. И вы вкладывались в эти отношения, вы заботились об этой женщине, вы любили эту женщину. А она как-то, знаете, тут даже нет разговоров про измену. Вот у кого была измена, вам этот расклад не подойдет. Здесь нет измен во втором варианте. Здесь есть просто, знаете, такой ужасный характер. Здесь очень завышенные требования, завышенные ожидания к мужчинам в целом. И такое, знаете, мне все должны. Вот я звезда, мне все должны. Здесь вот эта причина. Здесь не измена причина. Поэтому у кого-то отыграется, что здесь мужчина просто развернулся и ушел, потому что он устал. Типа, сколько можно? А что сейчас у тебя к этому мужчине? Ну вот, видите, теперь она заметила. Вот когда вы ушли, она заметила вашу потерю.
Знаете, есть люди, которым нужно постоянно какой-то давать пендель. Вот ты с ним поскандалишь, человек включится. Вот по-хорошему просишь, не понимает. Начинаешь собирать чемоданы, человек включается, начинает тебя как-то там ценить. Уходишь, начинает человек: о, а я тебя, оказывается, люблю, оказывается, я тебя там боюсь потерять. А пока все было хорошо, человек почему-то вот не замечает твоего присутствия в доме. То есть ты как стенка в квартире. Вот есть такой типаж людей, они как замороженные эмоционально. И их можно разморозить только вот посредством какого-то всплеска. Там ты ушел, подал на развод, не знаю, там не вернулся домой ночевать, там не выходишь на связь. Ну вот тогда такие люди, они как-то просыпаются. Типа: о, оказывается, у меня есть Саша, а Саша, оказывается, за мной ухаживал. И только когда Саша исчез, вот тогда она наконец-то может понять, что о, а Саша-то, оказывается, был классный. Поэтому двойки. Здесь даже не про влюбленность. Здесь про то, что, знаете, вот она как в танке была. Здесь человек в танке. Вот, знаете, такой эмоционально глухой и немой. И вот сейчас те из вас, кто вышел из этих отношений, вот она проснулась. Она поняла, что, оказывается, вы были очень даже хороший мужчина. И сейчас у нее только начался период переосмысления потери и период понимания того, что вы для нее, в принципе, делали. Поэтому тут, конечно, сложный человек во втором варианте. Это был общий расклад. Я тут не буду рассматривать чувства, потому что здесь очень сложная женщина. И здесь человек только начал понимать, в принципе, что отношения могут закончиться. И даже не дошло до конца, что вы расстались, если вы расстались. Поэтому, кто хочет разобрать свои личные отношения, понять, что дальше делать с этими отношениями, выходите ко мне на личную консультацию, на личное гадание. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. И уже на личном гадании мы с вами разберем конкретно вашу личную ситуацию, вашу женщину и ваши запутанные сценарии отношений. Как вам лучше быть? Оставаться или лучше отсюда выходить? Пока не поздно. Кому понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем хорошего вечера и всем пока.